Поцелуй, который изменил Италию. Портреты, аллегории и тайные послания Рисорджименто. Он родился в бедной венецианской семье, а стал символом целой эпохи итальянского романтизма. Его картины, от библейских сюжетов до аллегорий Рисорджименто, прятали тайные политические послания, а полотно «Поцелуй» превратилось в икону объединенной Италии. История Франческо Айца, художника, который сумел соединить любовь, политику и искусство. Франческо Аец, годы жизни 1791-1882, итальянский живописец и гравер, чье имя сегодня звучит как синоним романтизма на Апеннинах. Его творчество отличалось редкой широтой, он писал политические аллегории и тонкие портреты и чувственные сцены ню. Аец легко переходил от неоклассицизма к романтизму, а затем и к стилю назарейцев. В его картинах соседствуют античные мифы, библейские образы и сцены из истории Италии. В зрелые годы художник все чаще обращался к аллегориям с политическим подтекстом, умело маскируя свои патриотические взгляды от глаз цензоров. От бедности к академии. Будущий живописец появился на свет в Венеции в бедной семье, став младшим из 5 братьев. Родители отдали мальчика на воспитание тетке. Именно ее муж, коллекционер, первым заметил талант племянника и направил его на обучение к реставратору. Уже в 7 лет Франческо занимался живописью у художника Франческо Маджотто. В 15 лет Аец одержал победу в конкурсе и поступил в Академию Святого Луки в Риме. Его поддерживали скульптор Антонио Канова и граф Тиконьяро, покровители, сыгравшие важную роль в его становлении. В Риме он познакомился с Жаном Агюстом Домиником Энгром, чье влияние заметно в его ранних работах. От Неаполя до Милана. В 1814 году Аец отправился в Неаполь. По заказу короля Иоахима Мюрата он написал монументальное полотно «Одиссей во дворце Алкиноя» для музея Каподимонте. Но падение Наполеона и трагическая судьба Мюрата вынудили художника вернуться в Рим, где он работал над фресками в Ватикане. В начале 1820-х Аец все чаще бывал в Милане, городе, где кипела литературная и политическая жизнь. В 1822 году он окончательно поселился там. Через годы австрийский князь Меттерних поручил ему создать фрески в зале Кариатид Миланского дворца коронации императора Фердинанда I. К сожалению, эти работы не сохранились, они были уничтожены во время бомбардировок в 1943 году. Учитель и академик. В 1850 году Аец стал профессором Академии Брера, а спустя десятилетия возглавил ее. Несмотря на патриотические убеждения, он был вынужден скрывать их. Его назначение поддержал граф Йозеф Радецкий, представитель австрийской власти в Ломбардо-Венецианском королевстве. Поцелуй как символ Италии. Главный шедевр Аеца – картина «Поцелуй» 1859 года. Влюбленные персонажи словно перекликаются с Ромео и Джульетта или героями романа Манзони «Обрученные». Но для современников это было не просто любовное признание. Полотно стало символом Рисорджименто – борьбы за объединение Италии. Писатель Франческо даль Онгаро писал: «В этом нежном поцелуе мы видим надежду нового поколения, которое будет искренним и сильным». Так искусство Аеца превратилось в политический манифест, зашифрованный в чувствах. На картине одним из ключевых образов выступает молодой итальянский воин, который перед уходом на фронт прощается с возлюбленной поцелуем. В этом жесте художник заложил мысль о борьбе Италии против внешних врагов. Есть и более широкий символический подтекст. Сцена намекает на союз Италии и Франции против Австрии, стремившейся удержать национальное движение в Апеннинском регионе под контролем.
Помощь Наполеона III в этой борьбе считалась крайне важной. Даже цветовая палитра несет политическую нагрузку. Одежда юноши сочетает красный и зеленый, оттенки итальянского триколора, тогда как голубое платье девушки на фоне красного костюма отсылает к французскому флагу. Известно, что Айдс создавал несколько вариантов картины «Поцелуй», изменяя цветовые решения в зависимости от исторических обстоятельств и политической конъюнктуры. Портреты, ню и восточные мотивы. Портреты Айдса по точности и строгости можно сравнивать с Энгром и назарейцами. Его герои – писатели, композиторы, государственные деятели. Среди них Джоаккино Россини и Алессандро Манзони. Не меньшее внимание он уделял ню и восточным сюжетам, модному увлечению романтиков. Женские образы художников полны чувственности. Даже его Мария Магдалина выглядит скорее земной и страстной, чем аскетичной. Трудное наследие. Есть одна особенность, осложняющая изучение творчества Айдса. Он часто не ставил подписи и не датировал полотна. Иногда художник повторял удачные композиции по несколько раз, лишь слегка меняя детали. Из-за этого ученым приходилось спорить о датировке и подлинности многих его картин. Сегодня практически все его картины хранятся в Италии. Главным образом в миланской пинакотеке Брера. Лишь немногие полотна можно увидеть в музеях Европы и США. Итальянский живописец умер 21 декабря 1882 года в Милане в возрасте 91 год. Франческо Айдс прожил долгую жизнь, став свидетелем и участником бурных событий XIX века. Его искусство – это не только эстетика романтизма, но и зашифрованная хроника борьбы за свободу. В его поцелуи соединилась любовь и политика, а имя художника навсегда вписано в историю Италии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.